Это Ирины муж, он хочет сбежать, но мы его держим, дорогие друзья. Сейчас пока я разматываю микрофон, мы держим, зовут его Халид. Как видите, он очень интересный, симпатичный. Вот, нам тут, да, стеснительный, но это, кстати, только его украшает, кстати. No. When anybody calling me in the middle of the night and tell me I have to go, I go. But you said sometimes I'm not ready, right? Мы с Ириной приложили все свои усилия, чтобы Халид от нас не сбежал. Вернее, от меня с камерой. Итак, сегодня Ирина со своим мужем. Никто не верил. Писали множество сообщений, что никакого мужа у нее нет, и хотели бы посмотреть все на его лицо. И, в общем, ну вот поэтому я пришла к Ирине, смотреть на красивого, интересного мужчину, который живет с Ириной уже сколько лет? Сколько лет? Скажи. Скажи. Я говорю 18 лет. 18 лет. Он все время говорит, что 20. Почему-то он прибавляет все время несколько лет. Не, ну у вас очень обаятельный муж. А еще знаете, что мне нравится? Живя тут с египетскими мужчинами, таких скромных и застенчивых очень мало. Это только украшает его. Да, он скромный немножко. Халид, you feel shy? I feel shy all time, yes. Да, как вы познакомились? Мы с Ириной познакомились в 2005 году в старом городе в Дахаре, в сувенирном магазине. Когда я ее увидел, она была такая милая, такая обаятельная, она вся светилась изнутри, и я почувствовал очень сильное притяжение к ней. Я подошел, познакомился и предложил что-нибудь выпить в моем магазинчике. Это в традициях египетского народа. Когда я начал с ней беседовать, я понял, что она невероятно рассудительная и спокойная. И я предложил ей встретиться еще. И вот таким образом началось наше общение. Когда мы начали узнавать друг друга больше, я очень удивился, что она из России, потому что я подумал, она из Швеции, она похожа на этих людей, и поскольку мы работаем в туризме, мы очень наблюдательны. Отец Ирины с Украины, так что она наполовину еще и украинка. Вы знаете, я очень счастлив, что я познакомился с Ириной. Моя жизнь очень поменялась, я приобрел в ее лице надежного партнера. Она очень искренняя, настоящая, честная, она очень милая, она очень заботливая. Признаюсь вам честно, я мечтала о такой женщине, как она. Irina, she's really did change my life. Я очень похожа на шведку. Мне все говорят, когда я жила в Швеции, меня все принимали за свою. Потому что я вот типичный скандинавский тип. Да, действительно. Это слава богу, что она другая. Да. На самом деле. So, yes, please. She's sexual. It means that she's sexy. Yeah, Irina, she's a very beautiful woman. Every woman has some, attractive somehow in her. And I found Irina, and I felt something that attracting me to her. Yes. Irina, what was the question? Difference between Egyptian woman and... For example, you don't marry Egyptian. Yes. I'm sorry, I'm joking. I know. Anyway, sorry. Еще Халид объяснил нам, чем славянские женщины отличаются от египетских. Но об этом точно не сегодня. Моя русская Ирина. Да. Моя русская жена Ирина. Да. Правда? Правда. Вот видишь, как хорошо. Супер. Еще ты на? Супер. В предыдущих видео Ирина рассказывала, что любит рисовать. Вот ее картины, и это лишь маленькая часть.
Ты уже включила, нет? Да, Включила уже, да? да. А, У вас чашка потрясающая. Откуда взяли такую чашку красивую? да, ну я уже говорила, что я много путешествую и люблю какие-то интересные вещи привозить. И эти чашки, вот 6 чашек я привезла из Танзании. Они очень красивую делают посуду, просто великолепную. Я не могла оторваться и не могла их не привезти, потому что сначала думала, как я это все повезу, это так тяжело. Но привезла много чашек, ложек, вилок, ну вот посудные принадлежности в Танзании, это просто вот что-то, чего я здесь бы не купила. И очень дешево, кстати. Реклама посуды в Танзании только что была. Да-да-да. Я просто очень обращаю внимание на чашки, и я поняла, что Ирина тоже, у нее очень много разнообразной посуды, корзинки разные. Так что в следующий раз мы отправимся с Ириной в магазин, и она покажет, где покупала всяческую красоту. У нее очень интересно дома. Так, ну приступим снова к семейным вашим разборкам. Что тебе нравится в нем прям сильно? Вот прям вот балдеешь от чего? Ну, когда мы с ним познакомились только, вот перед этим мне не нравился арабский язык, не нравился. Не нравилось, как звучит арабский язык. Мне казалось, что он какой-то грубый. А когда я услышала, как Халид говорит на арабском языке, он как-то так мягко говорит, мягкие какие-то звуки у него. А потом я поняла, мне так понравилось, и думаю, почему он так как-то по-другому немножко говорит. Оказалось, что вот у него такой южный диалект, потому что он с юга Египта, и когда он говорит мягко очень. Не гибна сыр, а жибна. И не как еще какие слова в луксор. Флуксор. Да, какие там они говорят? Гамиля. Гамиля, Джамиля. Джамиля. А что означает гамиля? Гамиля это красиво. Красивая, да? Красиво. А то я всем кричу девочкам гамиля. Да. А еще какие? Какие еще комплименты красивой женщине? Красивая женщина. Да. Как моя говорится. Да, как ты знаешь какие-то комплименты? Какие-то хорошие слова? Моя жена Гамиля. Правильно. Все комплименты для жены, действительно. Я как неправильно вопрос поставила. Нравится, как он говорит, потому что он говорит, его арабский совсем другой, не такой, как вот по телевизору. Мне очень это понравилось. Потом, когда мы с ним только познакомились, он сказал, что он не египтянин. Ну, как бы у меня не было цели. Но мне кажется, они так немножечко любят, вот так чуть-чуть. Да. My hair was long, little bit, and I wasn't cut like that. Мне кажется, они просто так любят I чуть-чуть. look like- Не сразу сказать правду. Они делают такую загадочность Да, просто. загадочно сделал. Ну, просто у меня не было такого. Я ему сказала, что я не знакомлюсь с египтянами, мне это не интересно. Ну, вот так. И он в шутку сказал, что он и не египтянин совсем, он индиец, да? Да. И как я похож, как индиан. Да, как индиан. Speak to her like my hair was long and I was looks like. У него чуть-чуть более длинные были волосы. Да, когда она мне ответила, что не знакомится с египтянами, я был вынужден сказать, что я индеец. Я боялся потерять ее. Мужчины, которые были влюблены, поймут меня. И тогда она стала навещать меня в магазине, потому что ей было интересно узнать об Индии. И таким образом она поняла, что я хороший человек и стала мне доверять. Мы начали больше общаться, я узнал, что она архитектор, говорит на разных языках, и она сказала мне, что хочет найти тут работу. Я подумал, вот это да, такая милая, обаятельная, сексуальная женщина и с такой серьезной профессией. Я был удивлен, что в одном человеке так много всего, я еще таких женщин не встречал. И мы спустя короткое время приняли с Ириной решение жениться и поженились. То есть он не предлагал вам орфи-контракт? No official. Official? Сразу. Да. Сразу официально. Yes. I don't marry orphan, I just marry official. And she's first wife of for me, you know? У вас больше нету жен? You have more wives?
Before she, yes, maybe, I don't know. Мы начали жить в такой небольшой квартирке. Там не было даже не только кондиционера, там не было даже вот этого потолочного вентилятора. Ну, мы Сама нашли Хургада такую... была старая, Да, очень такая, ну... мы нашли такую дешевую. Раньше не было никаких ни этих... Хургада была некрасивая в то время. Нет, ну Хургада была красивая Да? всегда. Да? Солнце, море. Для меня она была настолько красивая, потому что я вообще завидовала вот этим людям, которые здесь живут. Когда я приезжала как турист, я вообще думаю, какие счастливые люди, что они здесь живут. Просто вот завидовала белой завистью. И даже не подумала никогда раньше, что я могу здесь приехать и жить здесь. И когда вот это вот свершилось, я была вот просто наверху счастья, потому что я не ожидала, что я смогу здесь закрепиться и жить. Ну, конечно, без Халида я бы не смогла здесь развернуться, потому что ну, вот то, что мы сейчас имеем, мы начинали с этой маленькой квартирки съемной, потом мы переехали в другую, потом мы переезжали ближе к центру, потому что это было очень в старом еще городе. И потом у нас родился сын, и мы опять жили в съемных квартирах. И это вот первая квартира, которую мы вместе приобрели на наши деньги. Yeah, we didn't many apartments before. This is our first apartment. 8 лет мы жили в съемных квартирах. Это наша вот первая квартира. Ну, она нам нравится, эта квартира, потому что здесь она, во-первых, большая, здесь 115 квадратных метров. Она огромная, такая просторная, светлая. Я искала именно светлую квартиру, потому что здесь часто строят темные квартиры, потому что дом квадрат, и многие окна выходят вот этот колодец, который посреди дома. А у нас вся квартира вот так вот через весь дом. То есть у нас на ту сторону, на пустыню, выходят другие окна, а эта сторона выходит на море. То есть у нас из окна видно море, я каждое утро просыпаюсь, смотрю, есть волны, нет волн. Ну, как бы, потому что я каждое утро плаваю. Пока он еще спит, я уже успеваю в 6 часов поехать поплавать. Вы невероятно. Для Хургады, где люди просыпаются в 11-12. Да, ну я люблю рано вставать. Ну я, конечно, рано ложусь тоже, а он может Во сколько ложитесь? Я ложусь в 10. Молодец. В 10, потому что я знаю, что мне надо выспаться 8 часов. Ну, как нормально, чтобы человек отдохнул, Молодец, чтобы это очень иметь важно. энергию. Это очень важно. Поэтому в 10 я ложусь, в 6 я просыпаюсь. Renting before was like almost 16. No, this when we was rented. Now it's our Он own. следит Only за hours, only квартирой. hours now. Он смотрит за квартирами. То есть, You а, shouldn't say numbers. no, I don't say. У нас вот, допустим, если что-то... Я работаю, как мы работаем? Я работаю с гостями. Я сижу онлайн, делаю рекламу, работаю с букингом, с этими всеми компаниями, переписку веду с разными людьми на разных языках. И даже с египтянами я говорю по-арабски. Я хорошо говорю по-арабски, кстати, потому что некоторые говорят, ой, 18 лет живет, ни разу не выучила. В первые 2 года я уже говорила сносно по-арабски, потому что арабский сложный язык. Но языки мне даются легко. Я узнала, что те, кто занимался музыкой когда-то, ну вот я закончила 7 лет, я отучилась в музыкальной школе, она мне сама не пригодилась. Но зато она развивает какие-то участки мозга, которые ответственны за знание языков. Да вы что? Да, оказалось, что вот знание, вот это вот занятие музыкой мне помогло изучить столько языков. Халид, кстати, тоже говорит, он даже когда он по-русски, вот он сейчас стесняется, а на самом деле, если он выйдет на улицу и будет говорить с тем, кто не знает совсем английского, он прекрасно говорит. Я даже один раз вышла, увидела, как он с соседями нашими разговаривает, которые по-английски не говорят. Я удивилась, я думаю, как, откуда он это вот столько всего выучил? Халид, как ты выучил русский язык? Я нравится очень русский язык, только маленький, когда он был молодой. Маленький. Маленький. Халид, а что означает басалила? Басалила это как арабские слова, как басал. Басал it's onions. Нет, это басалила. Ты Басалила. помнишь, ты спросил, Ира, что это слово басалила? Помнишь, Магди говорит, мама, ты картошку посолила? Басалила как маленький басалила. Соль.
Просто по-арабски Да, да, басаль Маленький. это лук. Да. И ему показалось басалило это такой маленький лук. Ну, как бы, поэтому он говорит, что такое басалило? Это, почему мы говорим это басалило? Да, я поняла. А мы, оказывается, посолила. У нас еще смешной случай был с сыном, когда я ему говорю, маленький он был, я говорю, сынок, тебе омлет посолить? Он говорит, не надо, и так красиво. Ну, то есть, как бы, у них есть такие слова, которые похожи. Ну, то есть, у них красиво и так нормально. Они говорят, что... Relax. Так, вопрос, ну, Ирина, можете вы ответить. Он ест нашу еду? Халид, ты любишь еду? You like our food? Russian food? Yes. What you like? Борщ. Борщ? Борщ, yes. Классический, да? Perfect in борщ. And a lot of kind of soups. Сначала он не любил, сначала... Russian soup. Да. Yeah, a lot of Russian Пельмени. soup, especially борщ. Пельмени. Пельмени Магде нравится, только я чуть-чуть нравится. Вы еще не поняли, да, что это? Да, только Ирина, она делает What is the favorite? chicken rice. Chicken rice? Yes, chicken rice she's making. Ну это как бы египетская уже еда, да? Спроси, что я готовлю ему. Что да. я ему готовлю кушать. Because all this like she's cooking chicken and meat, it's like no boiled, not cooked. Ирина, Yeah, in a special pressure pan, so it's tasty later, very healthy and good. Ирина, а вы ему готовите египетскую еду? Египетскую? Просит, нет? I cook Egyptian food? No. Irina, no, she No? don't know. She No, don't she know? don't like Egyptian food because she calls it's too fatty. Too fatty. Очень She жирно. can't eat, she can't cook, she can't smell. Yeah, she's feeding me and Maggie like chicken baby, you know. Ну я She сама don't очень like, мало ем. Fat people, she don't like fat people. Irina, she don't like them at all. And so that she's careful about this for me and her son, that to eat healthy food all time and not much all time. Have food, but don't feel full. Халид, Ирина похожа какими качествами на вашу маму? Переведи. She said, about characteristic of me and your mother is the same? Both are working very hard actually. My mom and Irina. So your mom As is woman. smart too? My mom, she's very smart. She's very nice woman. Просто я знаю такой момент жизненный, что мужчина очень часто выбирает женщину, похожую на свою маму. Да, я очень похожа на его. Yes, but my mom's mom and my wife, she's my wife, you know. Да, Yeah, I'm lucky to have my wife Irina, she's in my life, you know. Not everyone lucky to have such, you know, smart woman and strong. She can work like 10 guys, you know. I am working all day and I can't run, you know, by her side. She's faster. Yeah, she don't do man work, but she can move stones while she's sitting by her mind. She's genius actually. I love it and I respect it. Сама не сижу на месте и So им не you даю. are alone, yes? I am alone with, yeah, sure, what you mean, but I am alone. She is busy in the work, you are alone at home. No, we're working together. Мы вместе. She's marketing at home and I'm doing main work on the street for our work. Like doing managing housekeeping, maintenance, technical support. У вас есть какое-нибудь образование? Yes, I do. I have university in education. I am mathematics department, the faculty of education. Yeah, Математик. mathematics. Ирина, вот вы рассказывали, помню, что приехали в Египет и влюбились в него. Вот за что вы полюбили Египет? Вот в Египте, когда я приехала в Египет, что мне очень понравилось, это люди. Люди улыбчивые, все доброжелательные, разговорчивые, простые. Допустим, я знаю, что у нас часто люди хмурые. Можно вот, если выйдешь на улицу, ты увидишь сначала таких вот хмурых людей, которые друг с другом не общаются, не разговаривают. А здесь люди более открытые, то есть они с удовольствием общаются, с удовольствием разговаривают с тобой. Я так поняла, что вот
постоянное солнце, которое здесь светит, дает такой вот витамин D, который повышает уровень дофамина. И поэтому люди чаще всего здесь улыбчивые, радостные, никуда не торопятся, их ничего особо не заботит. А у нас как бы, поскольку недостаток солнца, то люди, конечно, чаще всего хмурые. Даже вот комментарии, иногда некоторые пишут какие-нибудь негативные комментарии. Мы не обижаемся с вами, мы не обижаемся, мы понимаем, потому правда? что понимаем, что у людей, ну, тех, кто пишут негативные комментарии, Плохо просто. наверное, что-то в жизни случилось, наверное, что-то в семье или что. Поэтому мы их приглашаем сюда, правда? Да-да. Повысить уровень дофамина и быть более жизнерадостными. Но египтяне, они все, вот для них мы все красивые, мы все интересные, им интересно с нами общаться, интересно рассуждать, то есть они такие разговорчивые, да? Правда? Правда. Короче. Да. Ну вот мне нравятся этим египтяне. Очень. Да. Я тоже. I have to go to work, yes, that's right. У меня есть работа сейчас. Ирина стоит на дом, делает дом работа, и папа делает дом на улице. Молодец. Спасибо большое и пока. Спасибо. Вот вы такая деловая, все умеете, все знаете. А вот вы чувствуете, что у вас есть мужчина, что у вас есть тыл, помощь, спина, за которую в конце концов можно спрятаться? Да, да, я чувствую, конечно. Дело в том, что я нахожусь все-таки в другой стране. И трудно женщине одной, самой что-то тут узнать. Поэтому мне, конечно, Халид очень помогает. Без него я бы не добилась, потому что мы вместе добивались вот все, что мы сейчас имеем. Он мне помогает, он ходит со мной вот за этими визами. Когда мы оформляли машину, он ходит со мной в эти трафики, получает эти бумаги, документы. То есть все, что связано с какими-то документами, властями, все это делает он. А я больше всего, конечно, общаюсь с иностранцами. Все-таки у нас наши клиенты, наши гости в основном иностранцы, поэтому мне с ними легче общаться, им легче общаться тоже с иностранкой. А Халид уже он занимается с этими египетскими работниками, где-то что-то нужно сделать. И если у меня какая-то трудная, затруднительная ситуация, я, конечно, всегда звоню ему, если я не дома. Если я дома, я, конечно, прибегаю, и даже если мне кто-то названивает по телефону, что-то в Египте часто бывает, иногда кто-то найдет твой номер телефона и начинает тебе звонить. Я сразу бегу к нему, давай отвечай, он вот таким образом меня защищает. Ну, я, конечно, чувствую, что я за ним, как за каменной стеной, он мой тыл здесь, в Египте. И я так понимаю, что все вот вопросы ремонта или что-то случается с квартирами, это все решает он, да? Да, он. Я даже сразу, мне гости начинают когда писать, я сразу даю его номер телефона, и они уже с ним связываются и сами уже решают. Египтяне могут с ним по-арабски говорить, он тоже прекрасно говорит по-английски, иностранцы тоже с ним общаются, и все остальные вопросы решает он. Если что-то где-то сломалось или где-то нет воды, он все вопросы решает. Было ли такое, что вот он там пытался как-то хитрить, обмануть что-то вас? Хитрить, обмануть? Ну, во-первых, я все здесь знаю. Иногда даже лучше, чем он. Я знаю все цены, я знаю, кто что, сколько берет за какие работы. Поэтому, в основном он говорит все как есть. Если вдруг я в чем-то сомневаюсь, если мне кажется... Ой, извини. Берите. Халид уже звонит, извини, пожалуйста. Алло. Yeah, I will check now. Okay, thank you so much. Yeah, bye-bye. Yeah, okay, bye-bye.
Yes, I will check. Ну вот сейчас просто он решил вопрос с водой, тоже у людей не было воды, я ему позвонила, и он решил вопрос, и все нормально, вода есть. То есть у него такие мужские свои функции, да? Да, свои функции. У нас хорошее разделение. Он любит готовить? Иногда готовит? Нет, он вообще не любит готовить. То есть если, допустим, вас нет, он будет либо что-то себе закажет, либо голодный, да? Вот свойство египетских мужчин такое вот интересное. Например, я прихожу усталая с работы, допустим, что-то где-то делала. Первое, что он говорит: Ира, сделай мне, пожалуйста, чай. Я говорю: Халид, я так устала, как ты, вот, можешь же сам это сделать, это же так просто. Он говорит, что вот умные египетские мужчины. Он говорит: нет, Ира, чай из твоих рук гораздо вкуснее. Вот когда он это скажет, ну что, я не сделаю ему чай, вот просто они такие вот хитрецы, что он скажет какой-то комплимент, что-то хорошее. Его, да? Да, все вот это в такую красивую упаковку. Из твоих рук еда, из твоих рук чай. Ну, конечно, я растаю, и, конечно, я сделаю ему чай. Ну, на сегодня мы с вами прощаемся. Я думаю, что мы еще увидимся. И, возможно, в следующий раз мы поедем на рыбный рынок. Посмотрим, что у нас тут как продается. Пока-пока. У меня будет возможность продемонстрировать вам, как водят машину египетские мужчины. Да. Да? Ну все, едем. Я Шумахер. Вы Шумахер, да? Я боюсь. Build to not find people like me and Irina in Hurghada who lives long time like It's true. I keep my family strong. Халид сказал мне, что ты не найдешь в Египте такую семью, как Ирина и Халид, и я ему верю, потому что, общаясь с Ириной, я вижу, что она абсолютно счастливая женщина. Так, вот улица Шератон, и мне очень приятно, что я познакомилась с такой хорошей семьей, где женщина славянка и мужчина египтянин, вот, и что у них все хорошо. На сегодня, пожалуй, все. Буду с вами прощаться. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И самое главное, смотрите видео, которые я оставляю в заставках. Там очень много ценной информации. Пока-пока. До скорых встреч на берегу Красного моря.